что такое осень, это небо. Здесь учатся много русскоязычных детей. Очень добротно, хорошо построенный комплекс со своей такой вот атмосферой. Мамочка, я испугалась. Парковочка. Один из немногих комплексов в Тумюке с подземной парковкой. Приятно сидеть, наслаждаться едой. Звоните, узнавайте. Телефоны все вы знаете в описании. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на нашем канале. С вами Виолетта, агентство недвижимости Вита и Млак. Сегодня предлагаю вам с нами прогуляться по районам Тумюк и Арпач-Бахшиш. Мы покажем вам инфраструктуру, покажем вам, что уже здесь появилось нового, покажем вам, на каких этапах строительства находятся комплексы, которые здесь строятся, и вообще, как выглядят эти районы, если кто-то еще не знаком. Начнем прямо из офиса, и таким образом мы с вами постепенно изучим все районы города Мерсин. Поехали! Итак, мы выходим из офиса. Наш офис находится на территории комплекса Life City. Вы как раз можете посмотреть на этот комплекс. Кто купил здесь квартиры и сейчас находится не здесь, поностальгируйте. Вот совсем буквально на днях у нас тут слили бассейн. Отсюда я вижу строительство комплекса Gold City. И здесь рядом Blue Eustin у нас строится. Сейчас мы заедем и посмотрим, что там сейчас происходит. А заодно посмотрим прямо близлежащую инфраструктуру. Итак, выходим прямо из нашего офиса, и что мы здесь видим? Кто у нас живет в Life City, знает, что недавно прямо вот здесь вот у нас открыли магазин Шок. Это очень удобно. Сейчас мы проедем с вами налево, там у нас есть тоже магазины. Здесь у нас есть классная аллея. Если вы будете скучать по родине, вы можете прогуливаться по этой аллее, потому что там находятся деревья, которые сбрасывают листву, и там осенью чувствуешь себя как осень. Кстати, вот здесь такие деревья тоже есть. Вот мне кажется, это клен или что? Похоже на клен. Турецкий клен. Клен ты мой опавший, клен обледенелый. Будете себе вспоминать нашу осень родную. Напротив, прям вот не отходя, как говорится, не отходя от офиса, напротив есть лицей, в котором обучают таким профессиям, как туризм, там, по-моему, повар, и еще есть какая-то профессия, точно не помню. И причем здесь учатся много русскоязычных детей, получают, осваивают профессию. Так, мы выезжаем там. Предлагаю заехать на стройку Blue Eustin и Gold City. Очень много покупателей, которые там купили квартиры. Так, поворачиваем вот мы налево. Там прямо мы еще заедем в магазины. Сейчас заедем сначала на стройку. Поворачиваем налево. Вот сейчас мы еще по карте. Я предлагаю сейчас открыть карту. Тань, сможем показать, где расположены эти комплексы? Чтобы люди понимали, что в основном здесь комплексы расположены между трассой D400 и между морем. То есть посередине. Это очень удобно. Трасса D400. Мы не находимся в изоляции. Вот как, например, если в Чешмели есть комплексы. Если возле моря, то значит до трассы километр надо идти. Здесь вот такого нет, здесь они очень удобно расположены и к морю по отношению к трассе. Я считаю, что идеальное расположение. Так, вот мы подъезжаем к Gold City. Что мы здесь видим? Будем выходить, наверное, да? Да. Покажем, что там делают у нас. Ребята вон работают, строят. Итак, смотрим Gold City. Смотрим, что здесь блоки уже возвели до 15 этажа. Уже даже повесили вывеску. Написано МНЗ Gold City. Здесь у нас наш Blue Eustin. Пойдемте пройдем до Blue Eustin. Ну, соответственно, частично начали красить уже блок, А-блок. Скоро доберутся до Б и С. Будут озеленять территорию. Ну, а мы посмотрим сейчас Blue Eustin. Да, Gold City у нас сдается в марте 2024 года. Уже совсем скоро. И кому нужно вид на жительство, и вы хотите купить квартиру еще с небольшой рассрочкой, то, пожалуйста, вот это предложение для вас. Вы, например, можете сейчас внести 50% и 50% по окончанию строительства и купить здесь себе хорошую квартиру по очень даже такой приемлемой цене, если вы будете покупать через наше агентство. Причем у нас еще есть предложения в этом комплексе от инвесторов, и они тоже очень привлекательные. Звоните, узнавайте, телефоны все вы знаете в описании. Пришли на стройку Blue Eustin. Классный проект, здесь площадь у нас территории больше, чем в Gold City. Это даже видно визуально, она вот у нас вот так вот будет продолжаться. Мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 9 этажа. Возвели, 9 этаж возводят блоки С.
Здесь в блоке Б 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тоже 9 этаж. И блок А у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, еще 12, еще 13 этаж. Ну, в общем, они как-то вот здесь вот больше посередине возвели. В общем, строительство идет, работы кипят. И вот, например, если вы купили квартиру в Блю-Юстине и в Голд-Сити, вот мы находимся ровно посередине, мы по карте вам сделаем снимок, приложим. То есть мы находимся посередине между трассой и между морем. Как я говорила, это очень удобно. Поворачиваем налево и сразу начинаем вот смотреть, что у нас вокруг. Carrefour у нас здесь есть магазин, это французская сеть. Здесь у нас такой ассортимент интересный, то есть можно что-то найти, вкусняшки, какие-то шоколадки, которых нет в других магазинах. Вот здесь его, кстати, тоже недавно открыли. Это, к слову, о том, насколько быстро здесь развивается инфраструктура. Вот буквально недавно открылся Carrefour Шок-маркет. Вот этот А101 впереди, ну, он уже давно здесь работает. Вот БИМ, пожалуйста, то есть куча магазинов. Кто будет жить в Голд-Сити, в Блю-Юстине и кто живет в Лайв-Сити, никакой проблемы с магазинами нет. В районе Тумюк выездной базар мы вам покажем, где он находится. В районе БИМ тоже есть, кстати, такие какие-то продукты, которых нет в других магазинах. Там всякие мармеладки, какие-то особые детские, шоколад и еще что-то. То есть есть вот в каждом магазине здесь какие-то свои продукты. Мы сейчас едем параллельно набережной. На набережную мы тоже с вами заедем. Когда вот доедем до района Тумюк, мы выйдем параллельно на набережную и пройдемся. По набережной мы полетаем, я думаю, да, Саша? Смотри, какая большая собака. Вот люди приезжают с животными сюда, это наш человек. Про животных, если нужно вам снять какие нужны документы и так далее, обязательно сделаем. Вот приближаемся к комплексу Мавида. Очень классный комплекс, я вам про него говорила. То есть это Мавида, которая строится. Есть уже готовые комплексы, в них живут там мои клиенты. Это находится вот в начале Арпач-Бахшиш, позади остались. Там тоже классные комплексы, иногда там появляются варианты от хозяев. Конечно, застройщик, что греха таить, он очень хорошо строит, очень продуманно, выводит блоки от кондиционеров на задние фасады, вообще, но комплекс дорогой. Проехали 200 метров, а тут опять БИМ, Мигрос. Да, все верно, мы проехали, вот, и опять БИМ, Мигрос повторяются, то есть, ну, возле каждого комплекса уж вы найдете, вот, Мигрос Ж, тоже классный магазин, там, кстати, можно русские продукты найти в Мигросе, именно в сети магазинов Мигрос, там есть пельмени, там есть русское мороженое, более-менее, вот это Мавида строится, если кому-то интересно про этот комплекс, кинем всю информацию, шикарный комплекс, супер люкс. Вот если мы поедем сейчас налево, то мы попадем на трассу Д400, а мы поедем прямо. Помните, мы вам говорили в прямом эфире про Липарис. Есть такой комплекс Липарис, в основном все комплексы строили они в районе Чешмели, и это не очень удобно. А этот комплекс вот в районе Тумик находится, здесь могут быть предложения от собственников. Тоже, если будет какая-то интересная горячая цена, они не дешевые, эти комплексы. Турки очень любят эти комплексы. Там по много бассейнов с волнами, с горками, там со всякими рафтингом. Вот, кстати, давайте здесь тоже посмотрим. Этот комплекс Дора Япы, он готовый. Смотрите, как он классно, современно смотрится на фоне всех других комплексов. И у нас есть комплекс Дора Элегант. Немножко по него позабыли, давно не снимали видео. Вот сегодня заедем на стройку, посмотрим, что там сейчас происходит. Дора Элегант. Да? Цены вообще очень приемлемые. Там цена, насколько я помню, была от 55 тысяч евро стартовая цена. Сейчас там тоже цены не поднимались с того времени. Ну, буквально там один раз был только подъем цены, там незначительный. А сейчас мы будем с вами проезжать другой комплекс. И мы плавно переходим к моей самой любимой части района Томюк. Вот посмотрите, Саша, давай покажем. Здесь у нас Гондол. Известный комплекс, в котором летом вот вся инфраструктура, работают рестораны, кафе, газиантепская кухня, дискотека, и можно ходить абсолютно всем, не обязательно жить в этом гондоле. Мне папа сказал, я в автобусе ехала, говорю, гондол! Он говорит, не матерись. Сейчас мы подъедем с вами и посмотрим, что у нас с Истине парк Кавалерии. Там немножечко у нас строительство было отложено до декабря месяца, но задержка, в принципе, получается на полгода, но сейчас уже там все практически закончено. Осталось очень мало работ.
Итак, мы находимся в Истине парке Валерий. На самом деле очень добротно, хорошо построенный комплекс. Строит очень хороший застройщик. Он строил все остальные комплексы в основном в центре. Здесь уже видно, что он озеленил территорию. Конечно, здесь все подровняют, газончик. Будет все более красиво. Все, в принципе, готово. Идут какие-то вот уже финальные работы. Устанавливают там стекла и так далее. Здесь очень классные планировки. Здесь будут ссылочки в описании, если вы хотите посмотреть планировки квартир. Кстати, здесь есть еще квартира от застройщика, и там очень интересная цена. Насколько я помню, у нас была даже акция, и, по-моему, она еще осталась. Застройщик делал скидку, там 7000 евро. То есть мы высылаем вам прайс, вы от него отнимаете эту цену. Здесь есть квартиры, и они очень классно спланированы, с большим балконом застекленным. Здесь уже заложены газовые коммуникации, даже есть труба. Все построено по современным стандартам, достаточно такие толстые стены и хорошая теплоизоляция. Комплекс замечательный, находится в 100 метрах от моря. Пойдемте прогуляемся и посмотрим, как вот вы пройдете отсюда до набережной. Вот там выглядывает кусочек, видите, из Истиния парка Валерий. И вот буквально в 10 метрах вот эта вот тропинка, которая ведет к морю. И вдоль... Это целая трасса. Трасса. Да, кстати, к слову о том, что появляется новое из инфраструктуры. Вот посмотрите, обновили дорогу, положили, застелили асфальт. Уже все так по-другому смотрится уже. Вот смотри, туда покажи, как красиво сделали. Ну, как и должно быть, в принципе. Дороги должны обновлять. Но сейчас намного приятнее идти по такой дороге. Вот я вам говорила, что в комплексе гондол есть много разных ресторанов, которые посещать могут абсолютно все люди. Вы же приходите, покупаете, платите деньги, вход вот свободный, поэтому они сделали вход и изнутри, и снаружи. На самом деле здесь вот можно гулять, здесь очень красивая территория, вот как в парке. Сам комплекс уже старенький, но территория очень красивая, такая атмосферная. Итак, у нас здесь газиантепская кухня. Это кафе работает в сезон. И вот летом здесь замечательные вкусные кебабы, вкусные супы. Есть рыбный ресторан. Насколько я знаю, он сейчас работает только летом, но здесь можно выбрать рыбу себе и заказать уже пожаренную, вам ее принесут домой. Уже дошли до моря, до набережной. Вот здесь касап есть. В общем, можно зайти в касап. Что такое касап? И в самом гондоле, кстати, есть касап, еще тоже очень вкусное мясо. Касап – это мясная лавка. А вот здесь мы с подругами приходили утром в гондол, когда я здесь жила, и вот на этой полянке мы занимались йогой. В общем, тоже можете себе организовать такие занятия. Вот. Покупались на море, потом пошли йогой позанимались. Вот мы когда с пляжа шли, чтобы дойти до Асы, я всегда шла через территорию гондолы, потому что так красиво. Деревья растут, мы там посидим на лавочке, купим какой-нибудь пирожок, тут пекарня есть в этом Газиантепской, и там рядом еще есть пекарня. Вот, иногда завтракали после моря, мы заходили, и там можно купить какие-то булочки, попить чай, вот прям в гондоле здесь, в этих кафешках. Смотрите, у нас сейчас 3 октября, шезлонги стоят. Люди еще купаются, конечно, людей уже не так много, турки все разъезжаются, у них все. У них лето заканчивается, начинается зима, у них вот этот прикол. Зима. Я, кстати, по-зимнему одета сегодня. Все, на море они не ходят резко, вот все. Календарная, у них календарная осень наступает. 27 градусов, но турков уже можно Очень жарко, я в просто... зимних Да. куртках. Ну, я уже тоже оттурчанилась. Там шезлонги, здесь шезлонги. Мы можем видеть, что вот вдоль всей набережной, вот через какие-то промежутки, там расстояния, стоят шезлонги и зонтики. Вы можете ходить, в принципе, на любой пляж. Ну, конечно же, от того сите, где вы купили квартиру, будут свои зонтики и шезлонги. Вот эти вот старенькие уже это гондол. Там вот дальше есть, кстати, от Life City зонтики и шезлонги. И будут от Gold City, и будут от Blue Stina. Ну вот еще один ресторанчик, который вдоль набережной расположен. Чинар, раньше он назывался Туркуаз. Здесь, кстати, посмотрите, все на русском написано. Есть вот кебаб в лаваше, соки в пачке. Да, что еще здесь? Кебаб с холодными закусками, рыба дорадо, морской окунь. В общем, кафе это работает сейчас круглый год. Раньше это было в сезон, только работало кафе. Вечером здесь музыка играет, можно там, есть даже алкогольные напитки, какие-то прохладительные и так далее. Вот если двигаться в ту сторону, там еще есть несколько таких пару кафешек, в которых просто чай попить. Там есть, кстати, вот если в ту сторону двигаться, там есть большой мостик, и возле мостика есть базар. А вечером там вот много-много всяких фруктов, овощей, и все-все можно прям приходить и
закупаться. Итак, мы приближаемся к самой классной части района Тумюк, на мой взгляд. Я вот жила в этом доме 8 лет, сейчас у меня там квартира есть. Вот, смотрите, что у нас здесь. Здесь А101, там прямо шок. Вот направо посмотрите, здесь метров 80 до моря. Я сейчас не рекламирую этот комплекс, я вам сейчас рассказываю про комплекс Аквамарин. Он вот будет располагаться напротив, вот напротив Асы, вот там. Где-то, наверное, метров 400 отсюда. Вот доходите до сюда и смотрите, здесь шок, здесь помидоры, огурцы, дыни, арбузы, это овощная лавка здесь, овощная лавка, вот этот дяденька здесь работает уже много-много лет, который вот там. Здесь делают чикёфте, это есть любители, прямо как семечки их едят, в них есть какой-то такой вот, не знаю, на них подсаживаешься. Чикёфте, они такие остренькие, делают их еще в Дурюме. Магазин Шок, пожалуйста, вам. Там дальше едем, вот слева от меня будет, ближе к дороге, там будет поликлиника, аптека. Можно вот здесь выйти на море, по этой дороге. Смотрите, там какие красивые пальмы. Едем. Здесь у нас пекарня есть, вот здесь вот. Можно отведать вкусный лахмаджун. Вот в Турции часто бывает вроде какое-то неказистое место, вот мы вам в Тарсусе показывали, а там самый вкусный в Турции хумус, который заказывают со всех городов Турции. А вот здесь вот делают очень вкуснейший лахмаджун. Здесь еще есть домашняя еда и даже завтраки. Вот такая маленькая кафешка. Так, я предлагаю, что нам сделать? Подняться на крышу моего дома, потому что там очень хорошо видно расположение, где находится комплекс Аквамарин. На сегодняшний день, я считаю и заявляю это с полной ответственностью, это самое выгодное предложение по проектам, потому что там 30% первоначальный взнос, рассрочка до окончания строительства, и сам комплекс просто идеально расположен, здесь рядом все. Вот практически вы живете в городе. Единственное, если вам нужен торговый центр, сядьте, вот пройдете на набережную, ой, на трассу, сядете на маршрутку, через там 10 минут вы будете в районе Ирдемли, и там есть классный комплекс Нова-Сити. Что такое осень? Это небо. Мне этот больше нравится. Друзья, если вы заскучали по родине, то у нас здесь не только вечно зеленые растения, а в районе Тумюка, Арпач, Бахшиша, я говорила, есть такие деревья сезонные. Вот я думаю, что это клен. Ну, может, ошибаюсь, но лист на кленовый похож. И вы можете постоять под этим деревом, собрать осенний букет и поностальгировать по нашей осени. Оп! Оно таким этим веником упало, да. Мы сейчас поднялись на крышу моего дома, потому что лучшей локации, чтобы показать вам, как у нас расположен жилой комплекс будет Аквамарин, мы просто не нашли. И здесь примерно видно, какой будет прекрасный обзор. Давайте посмотрим сам комплекс, где у нас расположен. Я уже говорила в предыдущих роликах. Вот стоит ВМ Resort отель, и прямо за ним такой коричневый участок. И впереди, как мы видим, только низкие здания. Соответственно, сейчас такой красивый открытый вид на море. Конечно, эти участки когда-то могут застроиться, когда это будет, никому не известно, но само расположение, мы уже с вами покатались по району Тумюк, и я думаю, что вы увидели, что здесь есть все для постоянной жизни. Здесь и есть и магазины, и кафе, и аптека, и сейчас я покажу вам большой Мигрос, и Карфурса. Все прям очень рядом, все удобно, и он также расположен будет посередине между трассой D400 и между морем. И расположен так, что и трасса не будет мешать, потому что она достаточно далеко, и близко к морю. Я считаю, что идеальное расположение. Друзья мои, сейчас очень хорошие стартовые цены. Цена начинается от 47 тысяч евро. Как я уже говорила, 30% первоначальный взнос. Вот лучшие инвестиции, лучше предложения сейчас на сегодняшний день просто нет. Друзья, предлагаю вам сейчас полетать. Как говорил Антон Михайлов, нам очень-очень не хватает его видео. Очень жаль, что он ушел от нас. Вот, реально по его видео много. Вообще очень классно изучить город. Сейчас мы просто попробуем тоже полетать и показать вам, вот что мы сейчас видим. Да? Полетать по району Тумюк, полетаем по району Арпач-Бахшиш. Вот мы сейчас приближаемся к тому месту, где у нас будет расположен комплекс Аквамарин. Мы видим вот этот отель, Resort. И вот видим сейчас участок с крыши, он немножечко такой как будто маленький. А вот если вот так развернуть, да, мы видим всю его, как сказать, всю территорию можем обозреть.
Вот, достаточно нормальный участок, там и поместится и блок, он будет расположен перпендикулярно морю, напомню вам. Там будут квартиры 2+1 расположены с южного торца и с северного торца. С южного торца будет прекрасный вид на море. Квартиры 1+1 будут на западную сторону, это те квартиры, которые смотрят на территорию, и на восточную сторону квартиры будут смотреть на парковку. Ну и нужно отметить, что территория комплекса Асис Мармарис тоже очень красивая. Да, и вот он находится прямо рядом с ним. Асис у нас вот в свое время это была жемчужина района Тумюк, а сейчас у нас будет жемчужина также еще одна. Это Аквамарин. Это такой клубный дом, все-таки он небольшой, один блок, и я считаю, что это даже плюс. Вот там будет бассейн с аквапарком, беседки для отдыха, сауна, хамам, как всегда. Ну а самое главное, что он находится в развитом районе с развитой инфраструктурой, и до моря тут дойти буквально 10 минут пешком, неспешным шагом. Расслабленная такая атмосфера, здесь отдыхает реально голова. Я вот сейчас в центре живу, там невозможно, там другой ритм. Спать ночами только я могу с закрытым окном. Вот я не знаю, у кого вот чувствительный, не знаю, слух, я вот, или нервная система слишком возбудимая, это невозможно. В центре мне сложно, я только с закрытой. Вот в центре мне комфортно зимой, а в районе Тумюк я сейчас стою, у меня просто голова отдыхает. Я слышу, как птички поют, слышу звук прибоя, да, Саш? Ты за этим здесь живешь? Тебе это нравится? Да, конечно. А Чего здесь у нас нужно сейчас? отметить, что вот из Аквамарин просматривается территория к морю, но нужно понимать, что эту территорию, скорее всего, все-таки застроят, потому что это частные земли, это поля, на которых пока выращивают какие-то культуры. Здесь как раз мы можем посмотреть, как можно пройти из комплекса. Вот мы выходим, перед нами отель, проходим вот по этой асфальтированной дороге, проходим вот к зданию вот бело-синего цвета, и, соответственно, вот здесь такой вот проход к морю. До моря, я думаю, что вот так ориентировочно здесь не больше 300 метров. Очень близко. Ну, надо по карте посмотреть, да, точно. Это мои там приблизительные расчеты. Но вот А мы можем я вам сейчас показываю. на набережную вылететь? Или нам нужно Да, я возвращаться? сейчас показываю вам как раз то, как вы будете Идти проходить к морю. Вот между вот этими зданиями, где вот с синими полосами зданий, и вот где справа с бассейном, И вот вот там можно пройти Да. спокойно до моря. И сейчас мы пролетаем те сеты, про которые мы говорили, что это сеты, которые построены по типу летнего дома, они старенькие. Вот. Я бы в них, конечно, квартиру не покупала, но они очень атмосферные. Вот я туда просто захожу погулять, зайти в какую-нибудь кафешку, там в этих старых сете есть кафе. Там такая атмосфера праздника, отдыха, вот прям все этим пропитано. И мне даже они вот нравятся, такие вот старенькие сеты, просто там прогуляться. Вот это вот с низкими зданиями, тоже там красивая территория, отсюда вижу какой-то лебедь там. И вот мы плавно приближаемся к набережной. Кстати, Давайте вообще посмотрим, насколько большая у нас набережная. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Она заканчивается, вот видно, где заканчиваются дома. Это как раз район Арпач-Бакшиш, самое его начало. Да, дальше Сейчас разворачиваемся к району Томюк. то есть в Мерсин уже. Да, и здесь она идет вот отсюда еще примерно 6-7 километров до района Каргипинара. Я Ага. правильно же Ну, говорю? мы Да, туда до, далеко до улетать не Каргипинара. можем, да? Да, к сожалению, не Увидите можем нас так там. далеко отлететь. Ну и вот здесь видно у нас, мы вот в этом комплексе Асса находимся. И рядом у нас как раз вот здесь находится комплекс Истиния парк Эвлери. Мгм. От него до моря вообще 250 метров. Да, вообще очень близко. Классный комплекс. Всего 4 Недооценённый, я бы квартиры на сказала, этаже. да. Абсолютно недооцененный проект. Ну, вот Если вы телефон хотите классный комплекс себе, обязательно смотрите на него, потому что он реально того стоит. Вот с высоты птичьего полета еще больше я влюбляюсь в этот район. Спокойный, зеленый, со своей такой вот атмосферой. Мамочка, я испугалась. Неожиданно появился дрон. Всем привет! Классно, Да, ведь, лето правда, круглый друзья? год. Лето круглый год. И полетели! Итак, мы
продолжаем гулять по району Тумюк. И сейчас мы едем в сторону комплекса Пералайф. Проект Пералайф, в ту сторону, где он строится. Посмотрим, какая там инфраструктура, какие там есть магазины, кафе. Посмотрим набережную с вами. На самом деле там реально достаточно такой оживленный район. Мы вам уже показывали, там есть улица, вдоль которой стоят там кафе, рестораны, магазины. Вот. А после этого мы продвинемся в сторону, где у нас строится, уже достроился и сдается, кстати, комплекс Сиплас. Кстати, там тоже есть еще одна фишечка, которую муниципалитет уже сделал. К слову о том, как здесь быстро развивается инфраструктура. Надо Илью звать, я говорю, надо его звать через год, чтобы он приехал и мы реабилитировали районы Тумюк и Арпач-Бакшиш. Вот сейчас проезжаем Лавиния премиум. Смотрим, каждый раз здесь прибавляется по этажу, я не знаю, каждую неделю, наверное. Все здесь кипит, бурлит. У кого-то Тумюк Лофт, кстати, да. Тоже, я считаю, недооцененный комплекс, почему-то недооцененный застройщик. Очень хорошо и качественно он строит. Саша, нам нужно в ближайшее время съездить и снять Гюнай Лофт. Я думаю, что там прям вообще сейчас все блестит и пахнет. Тем более у нас там есть клиенты. Знаете, я люблю вот таких застройщиков, которые не берут кучу проектов, а берут какой-то один объект и доводят его до ума просто. И строят на совесть, строят очень хорошо, делают хорошую отделку. И, в принципе, там, да, была небольшая задержка в Гюнай Лофт, но у кого ее не было после землетрясения. Вот, наша любимая Лавиния 2. У нас здесь очень-очень много клиентов. Я люблю застройщика Алиулу Иншаат. Показываю вам только то, что я люблю, только то, что мне нравится. И нравится нашей команде. За то, что строят качественно, строят на совесть, за добросовестное отношение к работе и к клиентам. Так, друзья, мы сейчас выезжаем, недалеко проехали от Лавинии, буквально 20 метров. Здесь у нас справа заправка. Через дорогу огромный магазин Мигрос, который вот очень большой. Прям Мигрос, сколько тут? 2М. 3 банкомата, есть Гарантибанк, есть там Зираатбанк и, по-моему, Ишбанк, по-моему. Вот. Ну и самое главное, Мигрос здесь. Мигрос огромный, тут можно купить все от тапочек, заканчивая там, не знаю, сковородками, продукты, Мигроса, мясо, вот мебель для ваших балконов. Поворачиваем, друзья, поворачиваем. И район в районе, да? Район в районе Тумюк. Что ты хочешь, дедуля? Тамам, Мусаид. Ага. Вот, друзья, сейчас мы проезжаем участок, уже там висит афиша МНЗ Башаран, наш любимый МНЗ Башаран, и здесь будет Пералайф, друзья. Здесь такая курортная часть района, всем известные крупные комплексы Фламинго-3, Фламинго-8, это огромные комплексы с отельной инфраструктурой. Вот он участок, уже его расчистили, уже сделали ограждение. Сейчас с дроном поснимаем. Сейчас взлетаем с блока Б. И смотрим, какой будет вид. Мы находимся на участке жилого комплекса Пералайф. Участок уже расчистили, поставили заборы. Вот мы сейчас поднимаемся. Вот это примерно 15 этаж. Да? Ну вот, в принципе, ничего, такой вид. Неплохой. Что там у нас впереди есть? Блок А. Это примерно 9 этаж. Ну, неплохой. И вот это 15. В промежутках вид на море, да. Ну и самое еще видно здесь с высоты птичьего полета видно, что дорога до моря вот идет, да, туда? Да, до моря 600 метров. 600 метров. Да, даже меньше, потому что вот от этого дома, который стоит рядом, Инжали апартмент, там идти прямо, потом направо, потом прямо. Эта дорога занимала 600 метров. А поскольку здесь будет выход вот тут, у нас, где вот машина белая стоит, вы вышли и пошли прямо. Прямо с 10 примерно 450-500 метров. И вот так выглядит территория, окружающая территория. Здесь есть участки земли, которые могут застроить. И вот он, выход на набережную. Да, можно по прямой пройти. Да? Можно, конечно. По прямой, раз. Вот прям полностью по прямой. Да. Вот здесь вот хорошее место с зеленой зоной. Если пляжную зону, то пляжная зона, вот она. Вот эта пляжная зона, здесь на ней хорошие лежаки, зонтики. А ну-ка, поверни на зеленую. Что там на зеленую? А вот она зеленая. Там есть пляж, но он там более каменистый. Вот.
Ну, разницы-то нет, вот она слева, просто, ну, хороший пляж. Каменистый в плане гальки? Что-то Да, первый раз такое слышу. много камушков там. Ну, Я круглых, просто здесь жил, я круглых, не как бы ходил. скалистых, а круглых Да. камушков это такое. Я ходил да. именно на этот пляж, потому что он действительно комфортный. Там хорошо заходить в воду с ребенком, поскольку там довольно пологий вход, прям можно довольно-таки глубоко зайти. Я думаю, что с этого пляжа будет пирс стоять, скорее всего. Пирс, из пирса Вот прямо здесь, на да, песочек, можно пирс поставить. Там и- где-то метр этой гальки, наверное, ну, может быть, 1,5 метра по гальке Да, да. круглой. И вот у нас территория, соответственно, вот она территория комплекса. Вот здесь у нас расположен Мигрос. Вот Лавиния и за ней Мигрос. Мы где-то в середине района Томюк сейчас Да. находимся. Сейчас будем двигаться ближе к городу, туда, в начало района Томюк. И поедем смотреть комплекс Виолетта, посмотрим, какие там пляжи. И там Маршалл рядом строится. Еще у нас там есть Си-Плас. Да. Красивый комплекс Си-Плас. Кстати, вот кто живет в таких комплексах, он, скорее всего, где-то Фламинго куда-то едет туда. Это учителя, это адвокаты, это образованные люди. Потому что просто люди не могли тогда даже себе позволить в таких комплексах купить дополнительную квартиру там. Ага. Сейчас риэлторы живут очень плохо. И занимаются подрабатывают извозом. Я Забрал. жил вот в этом доме. И вот здесь положили новый асфальт и сделали тротуары. Вот, До да, этого здесь этого не смотрите, было. какая красивая дорога, черная. Хороший ровненький асфальт. Я ехала вот в последнее время, Ну и ехала тротуары. под таким колдобином, да, и тротуарчики положили вообще. В районе стало больше людей, стало больше комплексов, все стали обновлять и делать что-то новое. И вот, кстати, мы проехали не так далеко от будущего комплекса Pera Life. И вот здесь уже, вот на этой площади, Будет базар. рынок. В четверг. Да, каждый четверг приезжает рынок. Покажи вот этот комплекс Бердюня и Валерий. У меня вот, кстати, у родителей здесь есть квартиры. И здесь вообще такой комплекс был в свое время очень популярный среди наших покупателей. Его просто разбирали. В основном здесь вот на 80% здесь русскоязычные жители живут. Медленно и верно приближаемся вот к той улице, про которую мы говорили вам. Как мы называли? Таймс-сквер? В районе Томюк. Таймс-сквер. Ну, не Таймс-сквер, конечно, но все тут есть. И да, и парикмахерские, и салоны красоты, и булочные, и магазины, разные причем, рядом друг с другом. Здесь только Carrefour CA, Видишь, Шок. номера стоят, видишь, это, видимо, Да, каждый. Carrefour CA, Шок, БИМ, А101, А101, два штуки. Один Мигроджет, работает только да. летом, второй работает круглый год. Итак, вот этот наш Таймс-сквер в районе Томюк. В общем, здесь есть все. Carrefour. Мне, кстати, очень нравится этот магазин. Я говорила вам, французская сеть. Там есть всякие вкусняшки. Вы и одежду купите, и подстрижетесь, и квартиру себе снимете, да, здесь есть всякие, вот, наши коллеги. Вот, здесь у нас овощи, фрукты, пожалуйста. Причем каждый день они здесь продаются, если не успели на базар в четверг. Вот, пожалуйста, там вам огромный тоже базарчик с арбузами и со всеми фруктами. Там есть парикмахерский, я туда водила сына. Молочку продают. Да, ну давай прям, чтобы не голословными не быть, давай прям пройдем. И касап здесь где-то был. Касап это вот, да, вот, там мясо, то есть фарш кому нужен и так далее. Мясо можете, вам сразу же все свежее сделают. Вот, пожалуйста, здесь, кстати, место такое, пару столиков, но вкусный кебаб. Вот здесь вот, мне тоже нравится. Есть еще один вкусный кебаб, сейчас мы туда пойдем есть. Здесь не менее вкусный, но мы хотим в тени деревьев посидеть. Мераба. Вот уже по-русски говорят. Как дела? Хорошо, спасибо. Да, классный кебаб. Я в основном у него заказывала по телефону. Потому что здесь вдоль дороги как не очень, да, сидеть. Вот. А домой заказывала. Ну, куча и млаков всяких. Ну, давай в булочную зайдем, там куча вкусных булочек. Да, здесь очень вкусные булочки. Вот здесь прям на территории Фламинго есть булочная. Потом вот здесь есть, пойдем покажем. Ну, это она и есть. Это они расширились. Это они, смотрите, как выросли, друзья мои. Тут просто было вот такое окошечко, и мы с него брали эти булочки. Вообще классно, молодцы. Семитики, пожалуйста, вам здесь. Вот, дрова тут заготовили люди. Да, пойдемте Потому что все посмотрим. готовят на дровах. Очень вкусно. Вот запах, к сожалению, не передается через камеру. Здесь запах просто
Запах моего детства. В общем, они делают хлеб в основном. Если принесете ингредиенты, сделают вам и магию. Давай возьмем одну булочку. Можно здесь сразу купить Саша булочку. проголодался. Сейчас пойдем есть кебаб, чуть-чуть потерпи. Вот, смотрите. Шли и увидели вот такую вот корову, и написано гюнлюксут. Гюнлюксут — это молоко, натуральное молоко, без консервантов, не пастеризованное, прямо из-под коровы. И здесь вот вся молочка, пожалуйста, хочешь будук. В общем, все тоже натурально, какие-то орешки не обработаны. А вот это же этот миндаль, да? Миндаль в этом, в скорлупе, мед, ну все натурально. Акденис кебаб фырын, вот мы сейчас идем туда, сейчас увидите, как там классно, там прям под деревьями столики, и можно отведать вкуснейший, кстати, кебаб. Вот я вам, помните, говорила в одном из роликов о том, что иногда заходишь в какую-то забегаловку, казалось бы, это просто какая-то простая кафешка, такой простой персонал там работает, но такая вкуснейшая там еда, вот здесь очень вкусный кебаб, вот это вот к этому относится. А бывает, зайдешь в какой-то пафосный, дорогой ресторан, и не всегда там может быть хорошая еда и хорошее обслуживание. Вот, пожалуйста, все для дома. Здесь купите все для дома, начиная там от посуды, по-моему, да, и заканчивая всякими люстрами, да, светильники, инструменты, всякие какие-то стройматериалы такие мелкие для отделки, да. Там дальше еще есть Мигрос и Бим. Вот, поверни туда камеру, видишь, столики там. Вот здесь вкуснейший кебаб, всем советую. Вот ты идешь, Локацию такой идешь, скинем. Лес. Лес. И столы. Заходишь в лес, а там столы. И тут тоже осень у нас чувствуется. А вот у них... Это лимон. Это лимон. Нет, вон там был грецкий. Вон он, видишь? Вот грецкий орех. А, вот они, грецкие орехи. Вот они. Ага. Мы так проголодались, что начали есть и забыли про съемку. И вовремя вспомнил Саша, что нам нужно снимать, показать вам эту красоту. Вкуснейший кебаб, пахнет вообще обалденно. И вот эти все салаты, они входят в заказ, то есть за них вы отдельно не платите. Приятно сидеть, наслаждаться едой. Здесь такой вкус дымка. Здесь очень вкусный кебаб, реально. Прям всем советую, локацию скинем, будет в описании. Там у нас шикюрдери на 450. 2 кебаба и все, на салаты это все входило. И еще у Тани. У Тани крылышки, куриные крылышки. Друзья, продолжаем прогуливаться по Тумюгу и приехали в комплекс Сиплас. Нас встречает здесь КПЖ. Вот, смотрите, самое главное преимущество этого комплекса — это то, что здесь выведены кондиционеры на задний фасад. Это вот прям большой плюс. Парковка, подземная парковка. Представляете, вы будете жить в жилом комплексе, и у вас будет парковка абсолютно бесплатная. Это будет входить в Айдат. Вот, мы вам уже ее показывали в каких-то видео, но давайте еще раз пройдем и посмотрим. Прям свеженькая такая, чистая, новая парковочка. Один из немногих комплексов в Тумюке с подземной парковкой. Ну и смотри, нормы пожарной безопасности продуманы. Да, здесь все вообще у него, как говорится, по уму сделано. Вот. И смотри, Саш, сколько места. Места очень много. Так, спуститься на парковку можно прямо из квартиры, друзья мои. Супер комфорт, все для людей. И это в районе Тумюк, если что. Поднимаемся сразу на 12 этаж, чтобы прям вырубило нас видом на море. Так, мы на 12 этаже. Давайте посмотрим, какой вид будет на 12 этаже, например, ну, из первой прям попавшейся квартиры. Заходим, и вот такой вот прекрасный вид открывается. Конечно, здесь сейчас все еще помоется, когда это будет еще гораздо шикарнее. Вообще офигенный вид. Красиво. Сегодня пасмурная погода, и не знаю, как все краски передаются. Давайте посмотрим сами квартиры, раз уж зашли, посмотрим. У нас, так, кто у меня здесь? Карина покупала квартиру. Смотрите и радуйтесь,
что в таком комплексе по такой классной цене вы купили квартиру. Сейчас они стоят уже дороже. И квартиры, кстати, остались. Остались квартиры от застройщика, если нужно. Вышли вам прайс, вышли вам планировку. Ну, планировку, я думаю, и так видно. Вот, а на кухне у нас здесь вот такая вот плитка. Вид просто чудесный. Вот здесь у нас находится вот так вот санузел, добротные, хорошие двери, очень красивый дизайн у него. В холле, сейчас мы тоже обратим на это внимание, посмотрим. Тут темно, не будем туда заходить, но такой просторный санузел здесь. В квартире 1+1, трехдверный шкаф, редко такое бывает. Мраморная столешница. Давайте посмотрим спальню. А спальня вот с таким видом. Друзья мои, вот кто купил здесь квартиры, я вам по белому прям завидую. Вот такой шикарный вид. Подготовьтесь слабонервным отойти от экранов. Заходим, заходим, заходим. И вот, посмотрите. Итак, мы в квартире 2+1. Здесь просто огромная, просторная гостиная. Здесь столько вот воздуха, света. И вот прям здесь хочется остаться. И мне не хочется отсюда уходить, хочется здесь жить. Кухня у нас утоплена вот здесь вот. На кухне плюс еще одно окно с видом на горы. Блин, я вообще просто в шоке. Вот я давно не видела такой вид из окна. Последний комплекс, который это был, это вот Баде Резиденс, но там уже нет квартир. Огромный балкон. Я думаю, что здесь кухня и гостиная около 40 квадратных метров. Зона гостиной у нас находится здесь. Это реально прям отдельная зона. Вот здесь, пожалуйста, все организовано, уже все кабели, коммуникации проведены. И в гостиной окно, картина, еще одно, да, вот смотришь и наслаждаешься видом на море. Я думаю, здесь дельфинов можно будет видеть иногда. Да, а вот на кухне тоже картина с видом на горы, да. 12 квадратных метров, друзья. Вот такой балкон. Чудесный вид, который вообще будет радовать вас. Друзья, вот мои клиенты, Зафар, Карина, Алла, кто у меня еще здесь покупал? Я так за вас рада, что вы будете... Регина с Максимом, да. Так, давайте пробежимся и посмотрим саму квартиру. Она заслуживает вашего внимания, она очень просторная. Вот такой вот 4-дверный шкаф, зона прихожей, здесь домофон. Детская спальня, первая, достаточно просторная. Здесь поместится двухспальная кровать, здесь поместится стол рабочий и какой-нибудь даже комодик, возможно. И также вид на горы и на море. Смотрим спальню для взрослых. Вот здесь у нас санузел, вот здесь светлее, здесь можно оценить его, посмотреть. Строительный мусор, конечно, не обращаем внимания. Вот спальня для взрослых, все спланировано. Здесь у нас гардеробная комната с большим 4-дверным, вместительным, глубоким шкафом. Он такой достаточно вместительный. Здесь технический балкончик. О, как сегодня видно горы. Сегодня красивый вид на горы у нас. Насыщенный цвет такой. Второй санузел мы прошли. Да, кстати, тоже не маленький он. Вот, смотри. Дверь не долбается ни обо что там. Да, не надо вот так заходить. В общем, все просторно. Да, здесь спальня сама. Вот здесь кровать. Тумбочка, пожалуйста, вместится. Здесь вот телевизор, можно поставить какой-то комод. Еще одну мелочь, но приятно, да, как говорится. Вот смотрите, трубы для газового отопления, для радиаторов, они спрятаны и не торчат из стены. Тоже очень приятно. Количество Потом розеток. мне нравится, как здесь вот ручки. Оп, оп, видишь, качественные. И вот, оно все хорошо. Посчитай количество розеток. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, слушайте, да, розетки. На самом деле это очень важно, и часто наши покупатели дополнительно делают розетки. Ну, просят, чтобы мы пригласили электрика, да, здесь уже все продумано. Наверное, это один из лучших комплексов сейчас, вот именно по своей насыщенности инфраструктуры, то есть есть подземная парковка и, конечно, вид на море. Вот такого вида на море, к сожалению,
В других комплексах у нас сейчас нет. Вот, смотрите, вот это вот спрашивают, для чего нужны вот эти вот. Вот смотрите, как красиво здесь будут расти цветочки. И если вы даже возьмете квартиру не с видом на море, зато у вас будет вот такая вот полянка цветочная и с видом на красивый бассейн. Кстати, здесь квартира 2+1, осталась всего одна, и она в первом этаже. Да, но там круто то, что там реально очень большой балкон. И вот такая вот, смотри, полянка у тебя тут. Тоже классно. Своя атмосфера. И территория, вот смотрите, комплекс только-только достроился, и уже какой ровненький газончик, все красиво посажено, все, ну, очень мне понравилось здесь. Вот приятно, когда застройщик заканчивает вот в таком виде, сдает нам комплекс. Так, вот она, Виолетта. Я думаю, что мы вовнутрь заходить не будем, но в ближайшее время мы вам снимем видео из этого комплекса. У нас дождь пошел, я думаю, уже дрон мы не будем запускать. Видим, что все по плану, уже малярные работы идут внешне, внутри уже тоже отделочные работы и устанавливают мебель. В ближайшее время снимем вам из Виолетты видео. Здесь есть предложение от инвесторов. Ну, еще что-то осталось от застройщика. Так, ну и давайте Мерсина. Коль уж мы заехали в Виолетту, вот виднеется там наша Мерсина. Так, подъехали к стройке Мерсина Люкс. Я смотрю, здесь прям хорошо продвинулись, Саш. Саш, покажи Виолетте раму. Смотри, уже поставили. Уже устанавливают оконные рамы. Мерсина Люкс тоже у нас достаточно продвинулся, я смотрю. Прям вот тоже приедем сюда и подробнее снимем отдельный ролик по Мерсине Люкс. И по Виолетте в ближайшее время ждите, будем снимать отдельный ролик. Ну и все, друзья, мы заканчиваем нашу прогулку. У нас пошел дождь. Я надеюсь, вам понравился наш видеообзор. Кто-то из вас увидел свои квартиры, свои комплексы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеообзор. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.